Мы все выросли на сказках, из книг и мультфильмов. Но если сказка оживет, уверена, даже взрослые захотят остаться в ней. Хотя уже давно ожила в нашем Диснейленде, недалеко от Рязани. Где именно находится это место и как в него попасть? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ» и с тобой Даша Ивановская. Все сказки нашего детства словно отправили в шейкер и рассыпали под Рязанью в развлекательном комплексе в некотором царстве. На огромной территории здесь гостиница, ресторан, бани, детские площадки с аттракционами и зоопарком, которые охраняют 33 богатыря, Кощей и Змей Горыныч. Все здания словно шикарные боярские хоромы, окружающие пруд с ладьей-лебедем. Одна из улиц – деревня мастеров, где своими руками можно изготовить и гжель-тарелку, и даже витражное стеклышко. Беседки и скульптуры на территории потрясающе детализированы, и все как будто из детского подсознания. Мне, конечно, стоило больших трудов покорить этого единорога, но я это сделала. Ребята, что хочу сказать про этот замечательный парк. Знаете, мне он напоминает наш русский Диснейленд, то есть такую нашу местную версию, причем действительно очень крутого качества. То есть мы летим, преодолеваем много тысяч километров, тратим огромное количество времени в самолетах для того, чтобы попасть в сказку. Для этого мы как раз и летим в Диснейленд, да? Но на самом деле, оказывается, можно попасть и абсолютно глубоко и полностью погрузиться в сказку буквально вот неподалеку здесь от Москвы, в некотором царстве. Показать нам территорию согласилась скоморох-аниматор Феклуша. Она помогла не заблудиться и рассказала много интересного. Я узнала, что у каждого сказочного героя есть свой родной город. Колобок, например, из Ульяновска, и ему уже 185 лет. А 7 июля – это Международный день сказок. Еще Феклуша рассказала нам, кто такой рязанский косопуз. Рязанский край издавна славился своими мастерами. Рязанский мужик мог и дом срубить, и царские хоромы построить. А помогал ему в этом всего лишь один инструмент – топор. Его всегда мужик носил подле себя, за поясом. Оттого его прозвали косопузом. Прямо в комплексе можно поселиться в гостинице. Здесь все 4 звезды. То есть в номерах не только сказочно, но еще и комфортно. И все очень круто стилизировано. Комплекс со всех сторон окружен лесом, внутри которого авторские аттракционы, зоопарк с ручными животными и 2 озера, одно из которых зимой превращается в каток. Карусели одновременно и немного зловещие и необычные. Это работа знаменитого скульптора по дереву Андрея Трубина. Вот, например, этот столб с веревками – злодей Кощей, размахивающий руками, а рядом с ним скамейка Змей Горыныч. Кстати, как почти швейцарка, хочу сказать, что если бы такая корова, но в миниатюре продавалась бы там, в Швейцарии, в сувенирном магазине, эту красотку бы точно купили, потому что это для них национальный символ. Туристы охотно такую продукцию покупают. Но Швейцария это слишком далеко. Я вот советую из Рязани привезти другой сувенир. Наши знаменитые грибы. С глазами. С глазами. Да. Чтобы найти знаменитые грибы, мы прошли через весь лес, не обойдя стороной улицу мастеров. Помимо сувениров из дерева и стекла, то есть витражей, здесь еще можно сделать своими руками, взяв в руки молот, вот такие вот поделки из железа. То есть тяжело, конечно, но все-таки, наверное, можно увезти их к себе домой или вот оставить на память царству, как сделали вот эти молодожены, видимо, в день своей свадьбы, которую здесь отмечали. Ну вот мы и добрались до наших знаменитых грибов с глазами. У нас специальная поговорка для этого есть. У нас в Рязани грибы с глазами. Их едят, они глядят. Их рвут, они бегут. Иными словами, если грибы в лесу помяты, значит у Рязани враг. Местный житель никогда бы не наступил на гриб, а лес у некоторого царства просто притягивает своим уютом. При этом вход на территорию бесплатный, и все это частная инициатива.
Много лет назад комплекс задумывался семейной парой и управляется ей же сегодня. Здесь во всем передана любовь, а местные животные просто до удивления ручные. Вокруг везде есть что поразглядывать и вспомнить любимую бабушку, которая читала вслух книжки в детстве перед сном. Наконец Феклуша показала нам бани, и они, просто уникальные. Напишите под видео, если когда-нибудь видели бассейн с витражами. Я лично никогда, но помимо него внутри еще сауна, обеденный зал и купель под открытым небом. В общем, день подошел к концу, и давайте его теперь подрезюмируем. Сколько же стоит оказаться в некотором царстве, провести здесь выходные, вкусно, классно покушать и попробовать все развлечения, которые предлагает это место? Дорога от Москвы до Рязани на поезде займет 3 часа. Далее вы еще потратите в такси 20 минут до некоторого царства. На машине от Москвы доберетесь за 3,5 часа до самого развлекательного комплекса. Цена за поезд и такси в обе стороны выйдет в 2000 рублей. Плюс номер в гостинице это еще 4700. Одно блюдо здесь в среднем стоит 500 рублей. Привезти сувенирчик еще 400. Ну и затопить супер баню это 3200. Приятно, что вход на территорию для не проживающих здесь бесплатный. Все вместе выйдет от 11 300 за одну ночь и один день пребывания. На этом все. В следующем выпуске мы расскажем тебе про гигантский буддийский храм в Элисте. Подписывайся на канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.